Привет! В этом видео встраиваемая посудомоечная машина Yoshiro. Расскажу о ней главное. Посмотрим на функциональность технологии и, конечно, проверим ее в деле. Будем мыть, довольно много посуды. Ну и в финале мое мнение об этой модели. Привет, это Тостер, у нас много интересного домашней техники, подписывайтесь. Почему я сакцентировал на том, что посуды много? Да потому что это полноразмерная посудомойка. Ширина стандартные 60 сантиметров, не 45, это не узкая модель. А значит и вместимость нормальная, большая. Я во всех видео наших говорю, есть возможность, место, берите полноразмерную технику, в частности посудомойку. Просто поверьте, а поймете потом и спасибо скажете за совет. Все эти узкие варианты — это компромисс. Для нормального такого человеческого использования создавалась именно полноразмерная бытовая техника изначально. И если вы переходили с узкой посудомойки на полноразмерную, вы меня понимаете. Полноразмерная посудомойка — это вовсе не обязательно для большой семьи, где там постоянная готовка и нескончаемые домашние трапезы. Хотя и для этого тоже. Но тут скорее дело в комфорте использования, эксплуатации в принципе. У вас все в нее всегда поместится. Итак, полноразмерная посудомойка Yoshiro. Моем в ней довольно много грязной посуды, а в конце видео будет результат мытья. Посмотрим, на что она способна. Вообще, она вмещает 15 так называемых комплектов посуды. Что входит в такой комплект, вы сейчас видите на экране. Это много, но это все очень относительно. Конечно, в реальной жизни есть ведь еще кастрюли, сковороды, противни, разная утварь. И мы как раз с учетом реальной эксплуатации ее и загрузили посудой. Она, кстати, ночь перед съемкой еще у нас сохла, грязная вся эта посуда. Если еще говорить о загрузке, посуды ведь не всегда много. И если весь день не хотите копить, а нужно сразу помыть, немного посуды, есть здесь опция половинная загрузка. Все нормально помоется, но воды, электроэнергии и времени на процесс уйдет меньше. Но у нас посуды, повторюсь, много, и она весьма грязная. И смотрите, у меня был соблазн использовать программу мытья за час. Такая грязная посуда, ее много разной, и посмотреть, отмоет или нет. По-хорошему, тут бы включить интенсивный цикл, где и температура выше, посуда же, такая ощутимо грязная. Но в итоге я выбрал золотую середину, автоматический цикл. Пусть машина в процессе мытья определяет, как там посуда, насколько грязная, это контролируется, исходя из мутности воды после смывов, и решает, сколько и при какой температуре воды мыть. Кроме трех перечисленных программ «Мытье за час», «Интенсивное» и «Автоматическое» с учетом настроек и загрязнения, есть еще режим «Эко». Тут пониже температура воды, около 45 градусов, экономится электроэнергия, но мытье немного дольше. В целом, обычно на эко-цикле отмывается даже довольно значительные загрязнения. Это я, исходя из большого опыта личного с посудомойками и из наших тестов, знаю. Легкое мытье для посуды с несложными загрязнениями и программа «Хрусталь». Она вообще для тонкого стекла, для хрупкой посуды. Ниже температура воды и интенсивность самого мытья, давление при подаче воды. В целом, это классический набор программ. Пользоваться в основном вы будете автоциклом, в ежедневном формате, иногда интенсивным. Остальные, скорее всего, значительно реже будете использовать. Увы, как-то недооценено значение предварительного ополаскивания. Тут есть этот режим. Это просто без нагрева воды, без моющего средства ополаскивания посуды. Используйте его, например, когда накапливаете весь день посуду, чтобы помыть вечером раз за день. В итоге можно будет для мытья использовать программу помягче, поэкономичнее, тот же эко-цикл, потому что не будет присохшей грязи на посуде. Я дома так делаю. Кстати, о мытье раз в день, например, вечером или ночью. Некоторые моют так, потому что дешевле электроэнергия. Здесь тихий, современный инверторный мотор. Это важно, особенно для небольших квартир, для студий.
Да, туда я тоже рекомендую полноразмерные посудомойки. Можно разместить все нормально. Но еще плюс инверторного мотора в посудомойке: он не работает все время на максимальной мощности, что как раз и дает выигрыш по шуму. Да, но еще и по расходу электроэнергии тоже немного выигрываете. Ну, в целом, это нормальное современное решение. Мы говорили про загрузку большую, ну и давайте посмотрим, куда, собственно, посуда загружается. Тут 3 корзины. Эх, я помню еще времена, когда верхняя вот эта корзина, это было прямо вау, и только в очень дорогих моделях. Сейчас это уже классика, и это удобно. Утварь кухонную мыть удобно, столовые приборы, какие-то мелкие предметы посуды. И важно, что тут есть сверху 3-й разбрызгиватель, ну, чтобы точно все хорошо отмылось. И можно эту корзину снять, если нет в ней необходимости. И еще не забывайте, мы же с этой, 3-й полкой избавляемся от корзинки для столовых приборов. Она больше не занимает места в нижней корзине. Средняя корзина с полочками, со складными держателями, и можно изменять высоту установки этой корзины. Если хотите внизу разместить, например, большого диаметра тарелки, то это может пригодиться. Можно полностью ее поднять, а можно только левую или правую часть. И сам механизм регулировки удобный, пользователь особых усилий здесь не прилагает. В нижней корзине, что очень круто, есть складные держатели для посуды. Многие на такие мелочи не обращают внимания, а зря. Это удобно для разных задач мытья, скажем так. Еще кастрюли и сковороды не поцарапаются, когда вы их загружаете, а это важно. Еще особенности этой модели: очень полезная опция автооткрывания дверцы по окончании мытья, чтобы посуда высохла быстрее и где-то лучше даже. Подсветка в камере рабочей, вроде мелочь, а приятно и порой, кстати, полезно. Сама камера рабочая вся из нержавеющей стали. И камера, и фильтр вот этот на дне долго прослужит без деформации от горячей воды и бытовой химии. Разбрызгиватели воды, правда, пластиковые, металлические это в машинах подороже, но какой-то проблемы я тут не вижу. Обычно на срок службы машины ресурс разбрызгивателя точно хватает, но иногда их хорошо бы очищать. Как? Все есть в руководстве по эксплуатации. И еще здорово, что тут есть луч на полу. Это для удобства нашего с вами, чтобы понимать, моет машина или уже все. Она же встроенная, да еще и тихая, с инверторным мотором. Так что это важный момент. Машина работает, световая индикация рядом с ней на полу есть. Мытье окончено, гаснет. Кстати, совет: минут 15 подождите по завершении мытья, пусть посуда остынет немного, а то она более хрупкая, когда горячая. Ну и давайте смотреть, что там у нас с посудой. Отмылась ли? Честно говоря, в результате я не сомневался. Современные посудомоечные машины, тем более полноразмерные, с мытьем любой посуды отлично справляются. Так что тем, кто до сих пор сомневается в необходимости приобретения такого суперполезного прибора, мы еще раз, в 100-й раз демонстрируем его преимущества. Конечно, посудомойка Яширо все отмыло. Давайте смотрим еще на посуду, видим, что чисто и сухо. И очень круто, что на такой объем посуды потрачено очень мало воды. Максимум в автопрограмме 18 литров, а минимум 6,5 литра. В эко 11 литров, а в часовом цикле меньше 10. При мытье вручную такого количества посуды вы бы точно потратили гораздо больше воды, и собственных сил. Честно, меня всегда удивляет вот эта фраза: да что там, эта посудомойка моет 2 часа, я за 20 минут все помою. Конечно, помоете, но зачем? Какая разница, сколько моет посудомойка? Вы просто загрузили грязную посуду и вынули чистую и сухую. А пока посуда мылась, вы занимались своими делами. При этом еще и воду сэкономили. Вот и вся арифметика. Собственно, да, электричество расходуется, но современные посудомойки точно не самые прожорливые в этом плане приборы. Тем более посудомойки с инверторным мотором. И как я люблю говорить, вы все видели сами. Подробно мы все показали, рассказали об этой посудомойке Яширо. И знаете, у меня с посудомойками большой опыт. И на съемках, и дома давно пользуюсь. Я могу сказать, что Яширо отличный вариант.
тостер рекомендует. Полноразмерная, с большой загрузкой, экономичный тихий инверторный мотор, есть все нужные программы мытья, 3 корзины для посуды, луч на полу, автооткрывание дверцы, рабочая камера из нержавеющей стали, вся. Плюс, это же встройка, у вас дизайн решения кухни не портит отдельно стоящий прибор, этот ящик, знаете, металлический. За эти деньги это реально отличный вариант. Топчик, как говорится, причем без шуток. Не благодарите, пользуйтесь и в комментариях рассказывайте о своем опыте. А как же, мы это тоже любим. Кстати, у Яширо много разной техники. Варочные поверхности, духовки, холодильники, стиралки и цены, я посмотрел, вполне приемлемые. В общем, можно недорого технику взять в квартиру. Вообще же, бренд российский с производством на современных китайских фабриках. Это классика для нашего времени. Судя по посудомоечной машине, реально качественная техника. Это тостер. Мы не делаем из домашней техники сенсацию, а рассказываем о том, как она реально работает и какая нам с вами от нее польза. Подписывайтесь и смотрите, и читайте, где удобно. YouTube, ВК-видео, Рутюб, Одноклассники, Дзен, Telegram, сайт Toster.ru. До новых обзоров и тестов. И прекращайте уже вручную мыть посуду.